Все мы мечтаем попасть в сказку. Для кого-то сказкой будет дорогие машины, а для кого-то жизнь на тропических островах, в круглогодичном солнце и шелестящем море. Но зачастую фантазия остается лишь фантазией просто потому, что голова не верит в существование рая на земле. И чтобы рассеять сомнения, я расскажу о 3 по-настоящему райских местечках, где присутствует не только теплое море и белый песочек с пальмами. На этих островах есть то, что выделяет их от множества других мест. Номер 1. Далеко в Тихом океане расположилось государство Палау. В его состав входит 8 крупных островов и примерно 300 более мелких. Этот чудесный край просто усеян большим количеством морских обитателей. Вы сможете увидеть настоящий морской музей затонувших кораблей и орудия Второй мировой войны. Эти громады уже давно не устрашают. Они стали пристанищем для множества обитателей, которые чувствуют себя их полноценными хозяевами. Главная достопримечательность архипелага – это природа, пляжи и безумно красивый подводный мир. Недаром он входит в число самых популярных мест для дайвинга. Самой известной достопримечательностью Палау является озеро Медуз. Миллионы безопасных для человека медуз обитают в этом озере. Как выяснили ученые, озеро образовалось около 12 тысяч лет назад, и за это время медузы, попавшие в озеро из океанских вод, не просто приспособились к полупресной воде, но и попросту преобразовались. Из-за отсутствия традиционной еды медузы перешли на другой тип питания. В их телах поселились водоросли. Они способны к фотосинтезу и обеспечивают медуз энергией и питательными веществами. Еще одна достопримечательность – лагуна Млечный Путь. Вода в лагуне имеет удивительный бело-голубой цвет, который обусловлен наличием белой глины. Местные жители поговаривают, что эта глина делает человека моложе на десяток лет. Еще один плюс, в который вы с трудом поверите, это то, что на этом тропическом крае нет ядовитых животных. Понравилось? Тогда смотри дальше. Номер 2. Остров Мауи. Один из крупнейших и самых популярных гавайских островов. Здесь и спящий вулкан, и великолепные пляжи, старинные деревушки и красивые долины. На Мауи насчитывается более 80 разнообразных пляжей, золотистые, черные и даже красные. Гости острова могут посетить плантации тропических фруктов. А для любителей дайвинга самым популярным местом будет Малакии. Это частично погруженный под воду вулканический кратер в виде полумесяца, который образует небольшой островок. Внутри этого полумесяца водится более 250 видов рыб, а также 38 кораллов, которых больше не встретишь во всем Тихом океане. На самом острове абсолютно нет грунта, а кругом высятся только безмолвные скалы. Именно поэтому пресные воды считаются самыми чистыми на всех Гавайских островах. Кратер окружен красочными рифами, а вода настолько прозрачна, что видимость достигает 46 метров в глубину. Для любителей моря предоставляется возможность поплавать вместе с огромными черепахами, которых тут огромное множество, а также понаблюдать за китами, которые приплывают зимой в эти воды для продолжения рода. А чудеснейший парк Халиакала предложит вам насладиться альпийскими ландшафтами и потрясающим видом. С его высоты видно еще 5 других Гавайских островов. Одним из наиболее посещаемых объектов парка является 7 священных бассейнов. Красивейший каскад из 7 водопадов и нижних бассейнов, в которых можно купаться. Номер 3. Остров 3 государств, Борнео. Борнео делит между собой 3 страны. Это Индонезия, Малайзия и Бруней. По сравнению с заезженным островом Бали цены тут в 1,5-2 раза ниже как на жилье, так и на продукты. В местных магазинах можно недорого купить качественную одежду, даже жемчуг и драгоценные камни, включая алмазы и сапфиры, которые добываются на самом острове. В борнейских дождевых лесах, которые считаются одними из самых старых лесов на планете, растет множество необычных орхидей и самые крупные в мире цветы-хищники, в меню которых входят насекомые и даже мелкие птицы и лягушки. В джунглях можно встретить обезьян, а также слонов, носорогов, гепардов и гигантских летучих лисиц. Практически все пляжи Борнео покрывает мелкий белый коралловый песок. Раз в году здесь бывают красные приливы. Так на Борнео именуют сезон размножения планктона, когда море становится красным. Любители острых ощущений смогут увидеть кровожадных туземцев, которых называют охотниками за головами, потому что они делают поделки из черепов. На этой территории в 40 часах ходу на больших мощных лодках большинство цивильных туров заканчиваются и начинаются приключения. Для искателя авантюры окрестные районы богаты маршрутами для любителей экзотических племен, но обязательно в сопровождении гида. А то вдруг какому-нибудь бравому юноше понравится ваш череп.
И на этом все. Напишите в комментариях, какие острова вы бы добавили в этот список. С вами был канал Клуб Путешественников. Познакомьтесь с другими работами нашего канала. До встречи!